Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о мутациях и о том, как они могут изменить будущее. Представьте себе мир, в котором дизайнерские дети становятся реальностью, а технологии редактирования генов, такие как CRISPR, открывают двери к улучшению человеческих генов. Мы находимся на пороге новой эры, где генетические изменения могут не только избавить нас от наследственных заболеваний, но и подарить нашим детям шанс быть всегда здоровыми, а родителям предоставить возможность выбирать, с какими генетическими особенностями родится их ребенок. Но что это значит для человечества? Какие моральные и социальные вопросы поднимает такая возможность? В нашем видео мы исследуем, как технологии меняют наше понимание о том, что значит быть человеком. Мы рассмотрим реальные примеры и постараемся заглянуть в будущее, где мутации могут стать не только научной фантастикой, но и частью нашей повседневной жизни. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь давайте вместе разберемся, куда ведет нас эта новая реальность. Мутация. У многих людей это слово вызывает негативные ассоциации. Кто-то сразу вспоминает фантастические фильмы с антропоморфными монстрами, а кто-то знает, что изменения в генах на самом деле не превращают людей в персонажей из фильма «Люди Икс», а вызывают врожденные заболевания, порой весьма тяжелые. Так что же это такое? Мутация – это стойкое изменение генома организма, то есть совокупности наследственного материала, заключенного в клетке организма, которое может возникать как в результате внутренних факторов, так и под воздействием внешних мутагенов, таких как радиация или токсичные вещества. Всего существует 3 основных уровня изменений в генетическом материале – это генные, хромосомные и геномные мутации. Чтобы более точно разобраться, что такое генная мутация, давайте вспомним, как устроены ДНК и гены. ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, это длинная молекула, которую принято называть двойной спиралью. Она хранит биологическую информацию, которая записана в виде генетического кода. Ген – это основная единица наследственной информации. Он представляет собой кусочек ДНК. В части генов в виде кода записаны рецепты изготовления белков. Именно белки выполняют основные функции для поддержания жизнедеятельности организма. Они отвечают за пищеварение, кровообращение, иммунитет, передачу информации между клетками. Этот записанный код, в свою очередь, представляет собой последовательность нуклеотидов. Нуклеотид – это конструкция, которая состоит из молекулы сахара, молекулы фосфата и основания. Всего в нашей ДНК есть 4 азотистых основания – аденин, гуанин, цитозин, тимин. Основания одной цепи соединяются с основаниями другой цепи парами – аденин с тимином, цитозин с гуанином. Если посмотреть на двойную спираль ДНК, то ее горизонтальные ступени будут парами оснований, а вертикальные боковые части – сахарами и фосфатами. В итоге получается, что генная мутация – это любое изменение в нуклеотидной последовательности ДНК. Хромосомные мутации – это структурные перестройки в пределах одной или нескольких хромосом. Хромосомы – это группы генов, которые находятся в ядре клетки. Они состоят из ДНК и выступают в роли инструкции для роста и развития организма с момента его зачатия. Всего существует несколько видов хромосомных мутаций. Например, делеция – потеря участка хромосомы, дупликация – удвоение хромосомного участка, инверсия – поворот хромосомного участка на 180 градусов, инсерция – вставка лишнего хромосомного участка, транслокация – перемещение участка хромосомы на другое место. Геномные мутации связаны с изменением числа хромосом внутри генома. Часто происходят при ошибочном выстраивании веретена деления в мейозе, процессе деления клеточных ядер, приводящих к уменьшению числа хромосом вдвое и образованию гамет. В результате хромосомы неправильно распределяются по дочерним клеткам. Одна клетка приобретает в 2 раза больше хромосом, чем вторая. В зависимости от количества хромосом в клетке различают полиплоидию, кратное, но неправильное количество хромосом, например, 24 вместо 12, а неуплоидию – некратное количество хромосом, 1 лишняя или недостающая. В зависимости от влияния на организм все мутации также принято делить на 3 типа.
Первые – вредные мутации. Они вызывают генетические заболевания и злокачественные опухоли. Можно провести аналогию с автомобилем. Если случайным образом внести в конструкцию двигателя изменения, то вероятность того, что улучшатся показатели его работы, крайне низкая. А вот что-то испортить можно запросто. Вредные мутации могут вызывать нарушения в работе белков или способствовать бесконтрольному размножению клеток, что приводит к раку. Такие мутации могут возникать из-за внешних факторов, таких как химикаты или радиация, или из-за ошибок при делении клеток. К счастью, не все генетические мутации опасны. Есть и хорошие или полезные мутации. Это редкие, но положительные изменения в ДНК, которые дают организму преимущество для выживания и передаются из поколения в поколение. Например, генная мутация может снижать риск ожирения или повышать физическую выносливость, как в случае финского лыжника Эера Мянтюранта. Благодаря мутировавшему гену ЭПОР трехкратный олимпийский чемпион получил высокую чувствительность к эритропоэтину, гормону, который помогает нашим клеткам поддерживать оптимальный уровень кислорода и выводить углекислый газ. Это изменило и объем красных кровяных клеток в крови спортсмена, и объем кислорода, который эти клетки способны переносить. В результате Мянтюранта получил супервыносливость. Его организм легко справлялся с повышенной потребностью в кислороде во время физических нагрузок. И, наконец, третий тип – нейтральные мутации. Они ни на что не влияют, не приносят ни вреда, ни пользы. Именно они чаще всего и происходят. Типичный пример нейтральных мутаций – молчащие точечные мутации. В генетическом коде меняется одна буква, но вместе с соседними она по-прежнему кодирует ту же самую аминокислоту. Структура белка остается прежней. Также сюда относятся некоторые мутации, которые влияют на внешние признаки, но при этом они не связаны с выживанием или размножением, например, форма мочек ушей или цвет глаз. Однако это мы говорим о мутациях, которые происходят естественным образом. Но что произойдет, когда в геном человека вмешаются ученые? Смогут ли исследователи своими руками улучшить качество жизни людей, отредактировав сломанный ген? Или же наоборот, внесение изменений в ДНК человека может причинить вред? Что же, некоторые эксперименты в этой области мы уже можем рассмотреть. Но сначала давайте пройдемся по фактам. С чего все началось? Первыми значимыми шагами в создании генетически модифицированных организмов стало получение американским биохимиком и почетным профессором Стэнфордского университета Полом Бергом рекомбинантной ДНК в 1972 году. Берг создал первую генетически модифицированную бактерию, когда ввел в нее чужеродную ДНК. Это положило начало экспериментам по генной инженерии и созданию первых ГМО. А Берга стали считать отцом генной инженерии, ведь его исследования заложили основу для создания технологии рекомбинантной ДНК, которая позволила переносить гены между разными организмами. В 1996 году методом пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки на свет появилась первая клонированная млекопитающая – овца Долли. Это событие стало революционным в истории развития генной инженерии, потому что впервые стало возможным серьезно говорить о создании клонов и выращивании живых организмов на основе молекул. Генная инженерия за короткий срок оказала огромное влияние на развитие различных молекулярно-генетических методов и позволила существенно продвинуться на пути познания генетического аппарата. Так появилась технология CRISPR. Вам уже знакомо это название? CRISPR-Cas9 – одна из самых перспективных технологий последних лет, и в ближайшие годы ее роль будет только расти. Что же это такое? Давайте разбираться. Название технологии CRISPR за собой кроет малопонятный для незнающего человека набор слов. Короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. На самом деле это мощный инструмент редактирования геномов. Он основан на элементе защитной системы бактерий, который биологи приспособили для внесения изменений в ДНК растений, животных и даже людей. Технология позволяет внести поправки всего за несколько дней, а не недель или месяцев. Никогда прежде у человечества не было столь точного орудия для манипуляции генами. Поэтому постарайтесь запомнить аббревиатуру CRISPR уже сегодня, потому что завтра она, скорее всего, изменит наше будущее. А вам полезно знать название того, что может перевернуть вашу жизнь.
Технология CRISPR берет свое начало в конце 1980-х годов в ходе исследований солончаков рядом с испанским городом Аликанте. Аспирант Франциско Мохика изучал архебактерий, живущих в соленой воде, и наткнулся на странные палиндромные последовательности в их геноме. Фрагменты длиной около 30 нуклеотидов повторялись много раз и отделялись друг от друга уникальными участками ДНК примерно такой же длины. Эти странные кластеры Мохика сопоставил с устроенными подобно, но не похожими по последовательности повторами в геноме бактерии Escherichia coli, замеченными японцами в 1987 году. Правда, для ученых из Осаки повторы так и остались простой побочной находкой. Да и вовсе на тот момент никто не понимал, зачем нужны эти структуры. Сошлись на том, что они необходимы для некой регуляции. В 1990-х Мохика опубликовал статью об обнаружении нового класса прокариотических повторов. Структурам сначала дали название SRSR, а потом переименовали в CRISPR. В 2000 году все тот же Мохика нашел такие же повторы у массы архей и бактерий, включая возбудителей опасных инфекций – Mycobacterium tuberculosis и Yersinia pestis. Однако функция последовательности CRISPR оставалась загадкой до 2007 года, пока специалисты по бактерии Streptococcus, которая используется для приготовления кисломолочных продуктов, не определили эти фрагменты часть иммунной системы бактерий. Дело в том, что бактерии постоянно должны отражать атаки вирусов, своих естественных врагов. Для этого они производят специальные ферменты. Каждый раз, когда бактерии удается убить вирус, она разрезает остатки его генетического материала и сохраняет их внутри последовательности CRISPR. Затем эта информация используется в случае новой вирусной атаки. При нападении бактерия производит белки Cas9, которые несут фрагмент генетического материала вируса. Если этот участок и ДНК атакующего вируса совпадают, Cas9 разрезает генетический материал последнего и нейтрализует угрозу. Некоторое время это открытие было интересно только микробиологам. Однако все изменилось в 2011 году, когда биологи Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье решили точнее изучить механизм CRISPR. Они обнаружили, что белок Cas9 можно обмануть, дав ему искусственную РНК. Белок, несущий такую РНК, будет искать генетические фрагменты, совпадающие с тем, что он несет на себе. Обнаружив соответствие с чужой ДНК, он начинает измельчать ее, независимо от того, кому она принадлежит – вирусу, растению или животному. Как Дудна и Шарпантье отметили в статье 2012 года в научном журнале Science, этот механизм можно использовать для разрезания любого генома в нужном месте. В феврале 2013 года было доказано, что CRISPR-Cas9 можно использовать для редактирования ДНК в культуре клеток мышей и человека. Более того, выяснилось, что технология позволяет не только удалять ненужные гены, но и вставлять на их место другие. Для этого достаточно добавить ферменты, восстанавливающие ДНК. Выходит, что с помощью CRISPR можно сломать, починить, заменить практически любой ген в геноме. Да, биологи любят ломать гены, чтобы выяснить, как они работают. Но это открытие стало настоящим прорывом. За создание новых технологий, позволяющих проводить с помощью CRISPR-Cas9 редактирование генома, Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии 2020 года. Это событие уникально по двум параметрам. Во-первых, это первая премия, которую получили две женщины без сопровождающей мужской компании. Во-вторых, эта премия очень быстрая. С момента публикации до ее присуждения прошло всего 8 лет. Идея генной модификации не нова, и различные ее методики существуют уже много лет. Однако CRISPR превосходит все известные до сих пор технологии благодаря доступности и точности. Редактирование одного гена займет всего несколько часов, и, что немаловажно, технология работает с любым организмом на Земле. Существует почти бесконечное множество потенциальных применений технологии. Во-первых, CRISPR позволяет ученым выяснить функцию различных генов. Достаточно просто вырезать изучаемый ген из ДНК и увидеть, какие функции организма оказались затронуты. Однако вас, наверное, намного сильнее интересуют конкретные примеры практических применений. Что же, давайте рассмотрим их по пунктам. Сельское хозяйство. Население Земли растет, а условия для производства пищи ухудшаются из-за изменений климата.
Чтобы прокормить миллиарды людей, нужны новые сельхозкультуры. Благодаря интеграции технологии CRISPR сельскохозяйственный сектор проходит глубокую трансформацию. Одним из наиболее перспективных применений CRISPR в сельском хозяйстве является развитие штаммов урожая, которые устойчивы к вирусам и грибам. Традиционные методы размножающихся сортов могут занять годы, если не десятилетия, и не всегда могут быть успешными. Технология CRISPR ускоряет этот процесс, точно ориентируясь и редактируя гены, ответственные за устойчивость к болезням. Изменяя гены, которые регулируют эффективность использования воды, белки теплового шока и другие, связанные со стрессом растения могут быть более устойчивыми к засухе. Это не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и снижает зависимость от воды и других ресурсов, что делает сельское хозяйство более устойчивым. Кроме того, CRISPR может создавать небольшие целевые мутации, которые обеспечивают растениям устойчивость к гербицидам, не влияя на генетическую целостность урожая. Это позволяет фермерам использовать гербициды для борьбы с сорняками и в то же время приводит к более высокой урожайности и уменьшению сельскохозяйственных отходов. Инновационным применением CRISPR в сельском хозяйстве является снижение аллергенов в культурах. Для людей с пищевой аллергией это превращает ранее опасные продукты в пригодные для потребления. Исследователи используют CRISPR для изменения белковых последовательностей в пищевых продуктах, которые вызывают аллергические реакции, такие как арахис и пшеница. И самое главное, CRISPR можно использовать для повышения питательной ценности сельскохозяйственной продукции. Благодаря редактированию сельскохозяйственные культуры могут быть укреплены витаминами, минералами и антиоксидантами. Изменение генофонда целого вида животных. Геномное редактирование с использованием CRISPR применяется не только в растениеводстве, но и для улучшения пород животных. В частности, британская компания Genus вывела несколько пород свиней, устойчивых к определенным вирусным заболеваниям. Особый интерес для исследователей представляло изменение последовательности гена миостатина (MSTN), GDF8, TGF8, ограничивающего размножение мышечных клеток. Эта маленькая хитрость позволяет получить животных, отличающихся интенсивным развитием мышечной ткани и высокой мясной продуктивностью. Овцы с отредактированным геном миостатина превосходят по живой массе животных контрольной группы в среднем на 29%, козы на 32%, свиньи на 14%. Китайские ученые, используя технику редактирования генома CRISPR-Cas9, создали собак породы бигль, мышечная масса которых вдвое превышает обычную для данной породы. Они изменили кодирующий белок ген миостатин, функция которого состоит в подавлении роста мышц. В нормальной ситуации его выделяют мышечные клетки для сообщения, что в данном месте организма таких клеток больше не нужно. Если в гене миостатина возникает мутация, данный механизм перестает работать, и в результате возникает животное с патологически увеличенными мышцами. Препарат на основе CRISPR. В 2023 году Великобритания первой в мире одобрила генную терапию на основе CRISPR. Речь идет о препарате Casgevy, применяемом при серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии. Бета-талассемия – это наследственное заболевание крови, поражающее эритроциты, необходимые для доставки кислорода ко всем органам и тканям организма. Серповидно-клеточная анемия – это наследственная генетическая аномалия строения гемоглобина, характеризующаяся наличием эритроцитов серповидной формы и хронической анемией, вызванной избыточным разрушением патологических эритроцитов. Разработка Casgevy принадлежит компаниям Vertex Pharmaceuticals и CRISPR Therapeutics. Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании одобрило препарат для пациентов от 12 и старше лет. Casgevy – это первое в мире лицензированное лекарство, в котором используется инновационный инструмент редактирования генома CRISPR – генетические ножницы. Он редактирует дефектный ген в стволовых клетках. Для этого их извлекают из костного мозга, редактируют в лаборатории, а затем вводят обратно пациенту. Эффект от лечения может быть достаточно длительным, в идеале всю жизнь. Одобрение препарата основано на промежуточных результатах 2 клинических испытаний. Casgevy получили 29 пациентов с серповидно-клеточной анемией.
У 28 из них не было тяжелых приступов в течение как минимум 12 месяцев после введения препарата. А для лечения трансфузионно-зависимой бета-талассемии лекарства ввели 42 пациентам. Из них 39 также в течение минимум года не нуждались в переливании эритроцитов. Кроме того, использование препарата на основе технологии генного редактирования CRISPR разрешили и в США. Его применение одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA. Лечение с помощью этого препарата очень сложное, долгое и дорогостоящее, а разрешение на его использование получило очень ограниченное количество медицинских центров. Борьба с заболеваниями. Когда стало понятно, что CRISPR-систему можно использовать для редактирования генома человека, множество лабораторий по всему свету занялись активными исследованиями. Например, ученые используют технологию для создания генно-модифицированных организмов. Одно из направлений — создание кисломолочных бактерий, которые могли бы сопротивляться атаке бактериофагов, уничтожающих культуры полезных микроорганизмов. Также ученые намерены использовать CRISPR, чтобы вырезать из человеческого генома мутации, ответственные за целый ряд заболеваний. Технология также позволяет вырезать гены хореи Хантингтона или мутации BRCA1 и 2, связанных с раком молочной железы и яичников. Но, пожалуй, одно из самых интересных применений CRISPR – борьба с ретровирусными инфекциями. Ретровирусы, к ним относится ВИЧ, вставляют свой геном прямо в ДНК зараженной клетки. В журнале Scientific Reports была опубликована работа, демонстрирующая, как с помощью CRISPR-Cas9 можно очистить пораженные ВИЧ-Т-лимфоциты и даже воспрепятствовать повторному встраиванию вируса. Генетики просто-напросто внесли в культуру Т-клеток гены, кодирующие РНК и Cas9, которые, в свою очередь, успешно вырезали ДНК вируса из генома лимфоцитов. CRISPR способен помочь и в лечении рака крови, лейкемии. Используя систему CRISPR-Cas9, врачи могли бы получить образец костного мозга пациента и вылечить его собственные кроветворные стволовые клетки, изменив неправильную букву. Затем пациента придется облучить, чтобы убить пораженные кроветворные клетки и ввести его же собственные отредактированные клетки обратно. Не клетки ближайшего родственника или вообще незнакомого человека, а именно его, полностью совместимые. Они начнут делиться и производить здоровые кровяные клетки. Однако специалистам предстоит убедиться в безопасности методики, прежде чем ее начнут применять в больницах. Ферменты Cas9 иногда ошибаются и редактируют ДНК в неожиданных местах, что может вызвать серьезные последствия. Но это не мешает ученым проводить эксперименты. Возьмем, к примеру, эксперимент с человеческими эмбрионами. В 2015 году китайские ученые предприняли попытку исправить геном человеческого эмбриона. Исследование было произведено на поврежденных эмбрионах, которые не могли бы развиться в полноценного человека. Ученые ввели 86 эмбрионам ферментный комплекс CRISPR-Cas986 и оставили их на 48 часов. Достаточный срок, чтобы дефектный ген был удален и начали действовать замещающие его молекулы. В результате экспериментов почти 10% эмбрионов мутация, ответственная за возникновение болезни у взрослых людей, действительно была исправлена. Это хорошая новость. Плохая новость заключалась в том, что во всех клетках пролеченных эмбрионов присутствовало большое количество мутаций, которые появились вовсе не там, где предполагалось. Мутаций, которые возникли в процессе, было гораздо больше, чем в предыдущих опытах по модифицированию генов на мышцах и клетках взрослых людей. Эти мутации могут не только повредить организму, но и оказать непредсказуемое воздействие на будущие поколения. В этом и состоит главная причина опасений в научных кругах, которые были высказаны еще тогда, когда об исследовании китайских ученых только ходили слухи. Технология нуждается в совершенствовании. Точное редактирование получается, когда участок ДНК мишени длиной чуть больше 20 нуклеотидов комплементарно взаимодействует с полностью соответствующим ему РНК-гидом. Но ведь в геноме может существовать большое количество вариантов последовательности мишени, отличающихся от нее лишь на одну букву, еще больше вариантов, отличающихся на 2 и так далее. Каждая из таких вариантных мишеней взаимодействует хуже, чем идеально подходящая мишень.
допустим, в 10 раз хуже. Но так как таких последовательностей много, неправильного узнавания, а следовательно разрезания и редактирования, избежать очень трудно. Как с этим быть, пока не ясно. Очевидно, нужно улучшать специфичность белка Cas9 и очень тщательно выбирать гиды. 28 ноября 2018 года мир науки потрясла еще одна сенсация. На втором международном саммите по редактированию генома китайский генетик Хэ Цзянькуй заявил о создании первых в истории генетически модифицированных детей. С помощью технологии CRISPR-Cas9 он изменил ДНК эмбрионов, подарив девочкам-близнецам Лули и Нане врожденный иммунитет к ВИЧ. Однако вместо триумфа эксперимент вызвал международный скандал. Ученого обвинили в нарушении этических норм, ведь его вмешательство в геном здоровых детей могло привести к непредсказуемым последствиям. Это событие спровоцировало ужесточение правил работы с человеческими эмбрионами, а общественное мнение вновь разделилось. Одни видели в этом путь к избавлению от неизлечимых болезней, другие – опасную игру с природой. В январе 2019 года власти Китая подтвердили рождение в Шэньчжэне первых в мире генно-модифицированных людей, а также то, что в отношении биолога Хэ Цзянькуя начато расследование. Выяснилось, что для получения разрешения этического комитета для проведения процедуры были подделаны документы, а сотрудники медицинского центра не знали, что имплантировали пациентам генетически модифицированные клетки. Хэ Цзянькуя арестовали, но не за генетический эксперимент, а за оказание медицинских услуг без лицензии. Проведя 3 года в тюрьме, он вышел на свободу и объявил о планах продолжить исследования. Несмотря на последствия скандала, развитие генной терапии не остановилось. Ученые продолжают искать способы безопасного и точного редактирования ДНК, которое в будущем может изменить медицину. Однако в некоторых случаях области применения технологии CRISPR, кажется, переходят красную линию. Например, слышали ли вы такой термин, как «дизайнерские дети»? Дизайнерский ребенок – это генетически модифицированный ребенок при помощи все той же технологии генного редактирования CRISPR. Этот метод может быть безопасным и потенциально чрезвычайно эффективным способом избежать многих генетических заболеваний. Но поскольку этот подход является новым, еще не ясно, какое влияние он окажет на людей на протяжении всей жизни. Поэтому ученые очень настороженно относятся к нему. Кроме того, CRISPR позволит не только устранять у детей заболевания, но и подбирать им цвет глаз, рост, способности и интеллект. Вот почему, к примеру, в США строго ограничивает использование CRISPR. Его можно применять только для устранения серьезных генетических заболеваний у эмбрионов, когда нет никаких других методов лечения. Если подумать более глобально, то перспектива создания ребенка с определенными характеристиками не является нереальной. ЭКО становится все более распространенной процедурой, помогающей парам с бесплодием зачать детей, а сама практика ЭКО дает возможность предварительного отбора эмбрионов перед имплантацией. Например, преимплантационная генетическая диагностика ПГД позволяет проверить жизненно способные эмбрионы на различные генетические характеристики перед их имплантацией в организм матери. С помощью ПГД врачи могут отбирать эмбрионы, не предрасположенные к определенным генетическим заболеваниям. В то же время редактирование генома вызывает множество этических вопросов. Подумайте сами, насколько это будет допустимо, когда родители смогут выбирать желаемые характеристики своего ребенка. Это же не телефон или компьютер, а живой человек. Стремление к перфекционизму естественно для человека, поэтому многие ученые уверены, что если методика создания дизайнерских детей когда-нибудь получит широкое распространение, ею обязательно будут пользоваться. И не только для того, чтобы предотвратить заболевания, но и выбрать те или иные характеристики. Каждый захочет, чтобы его ребенок был самый умный, самый лучший и красивый. Это неизбежно. В целом, перспективы развития CRISPR-Cas9 огромны. Ожидается, что технология будет совершенствоваться, становясь более точной и безопасной. Возможны новые применения, о которых мы пока даже не догадываемся. CRISPR-Cas9 имеет потенциал для значительного влияния на науку и общество, изменяя подходы к лечению болезней, сельскому хозяйству и промышленности. Тем не менее, некоторые эксперты, признавая CRISPR-Cas9 за огромные возможности, предложили не считать ее панацеей. Но почему?
Начнем с того, что это не первая технология геномного редактирования. Да, инструмент более точный, чем его предшественники, и есть основания полагать, что он позволит решить многие задачи. Прежде всего, в деле создания новых сортов сельскохозяйственных культур и выведения новых пород животных. А вот в медицине ждать каких-то прорывов в ближайшие годы не стоит. По мнению экспертов, оснований у такого скептицизма несколько. Одна из главных проблем – точность воздействия, о которой мы уже упоминали. Геном эукариот организмов, чьи клетки содержат ядро в 1000 раз длиннее, чем у бактерий и архей. А значит, на несколько порядков выше вероятность внести изменения и в те участки генома, где это не требовалось. Кроме того, ученые пока мало знают о том, как одно изменение в геноме может отозваться на совокупности признаков организма. Не лучше и ситуация с определением самих участков, которые надо подвергать редактированию. С растениями проще. Ученые накопили немалый опыт, а технология генетических воздействий отработана годами. И такой инструмент, как CRISPR-Cas9, просто позволит селекционерам достигать больших результатов за меньшее время. Потому, кстати, большинство экспертов ждут практических результатов от новой технологии редактирования генома, прежде всего в аграрной отрасли. Следовательно, в медицине дела с этим обстоят гораздо хуже. Сегодня очень мало заболеваний, где мы достаточно хорошо знаем, что именно надо менять в геноме. Большинство генетических заболеваний до конца не изучены, хотя, возможно, ряд из них и будет ликвидирован в ближайшем будущем. Но говорить о полной победе над наследственными болезнями пока не приходится. А об изменении природы человека, на которую многие рассчитывают, тем более. Мы вообще в этом мало что понимаем. Поэтому, кстати, применение CRISPR-Cas9 для редактирования генома имеет помимо технологических юридические ограничения. Сегодня работы с человеческим эмбрионом разрешены только в Великобритании и Китае, и даже среди ученых нет единого мнения по этому поводу, поскольку эта проблема выходит за рамки чисто научной. По сути, мы начинаем вмешиваться в дело формирования популяционного фонда человечества, и нет возможности выяснить, как это отзовется на людях. В целом, появление технологии CRISPR-Cas9 в некоторой степени демократизировало генетические исследования. У ученых со всего мира появилась возможность участвовать в новаторских исследованиях. Произошел всплеск генетических инноваций. Но почему же эта доступность вызывает этические опасения? Вместе с впечатляющим потенциалом технологии CRISPR-Cas9 возникает ряд глубоких этических дилемм, которые требуют нашего внимания. Так в каких именно вопросах нам предстоит найти тот хрупкий баланс между научным прогрессом и моральной ответственностью? В первую очередь это касается дизайнерских детей, о которых мы уже говорили. Также стоит помнить, что редактирование генов – это риск. Существует реальная возможность возникновения непредвиденных последствий при изменении генов. Модификация одного гена для коррекции генетического нарушения может непреднамеренно повлиять на другие гены, потенциально создавая новые проблемы со здоровьем или непредвиденные генетические изменения, которые могут быть переданы будущим поколениям. Кроме того, терапия CRISPR очень дорогая и не может быть в равной степени доступна для всех слоев общества. В будущем не все смогут получить доступ к этим потенциально изменяющим жизнь методам лечения. Соответственно, это увеличит разрыв между социальными группами. Как я уже говорил, помимо применения на людях, CRISPR может модифицировать гены растений и животных. Но кто подумал, какое воздействие на окружающую среду окажут генетически модифицированные организмы? Ведь изменение генов сельскохозяйственных культур или животных может привести к непредвиденным последствиям для экосистемы и нарушить равновесие в природе. Стойте, а что если технология CRISPR будет использована для создания биологического оружия? Существует обоснованное опасение, что эту технологию можно использовать во вредных целях. При совершении биологической атаки при помощи разработанных методами CRISPR патогенов на разработку вакцины могут потребоваться годы. Да, пока CRISPR оружие не представляет большой опасности, но уже через несколько лет ситуация сильно изменится. То, что кажется нереальным, в будущем может стать оружием террористов или отдельных государств. Поэтому обеспечение ответственного использования CRISPR становится первостепенной задачей. И, конечно же, этические проблемы в первую очередь распространяются на сферу экспериментов на людях. Когда CRISPR используется для клинических испытаний или экспериментального лечения, решающее значение приобретает информированное согласие.
Это добровольное решение пациента, основанное на полном понимании сути технологии, потенциальных рисков и пользы, а также альтернатив. Это необходимое условие, которое гарантирует защиту прав человека в исследованиях с участием людей. Обеспечение полного понимания людьми потенциальных рисков и преимуществ редактирования генов имеет крайне важное значение для соблюдения этических стандартов. Как видим, общественное мнение далеко не однозначно. Часть общественности рассматривает генетические вмешательства как путь к улучшению качества жизни, а другие видят в этом угрозу естественному порядку. Религиозные организации, особенно в католических и мусульманских странах, в большинстве своем выступают против вмешательства в человеческую наследственность. В то же время значительная часть научной среды призывает к взвешенному, контролируемому применению таких технологий. Однако вполне понятен тот факт, что генетическое редактирование является одной из самых мощных технологий 21 века. Оно не просто дополняет арсенал современной науки, а изменяет саму парадигму жизни, здоровья и воспроизводства. Его потенциал в лечении болезней и улучшении качества жизни поражает. В то же время порождает глубокие нравственные, социальные и правовые дилеммы. Если сегодня человечество не очертит предел, завтра оно может пересечь точку биологического невозврата. Генетические эксперименты уже выходят за пределы медицины. Они вмешиваются в основу эволюции, переписывают механизмы отбора, ломают природные барьеры между видами. В случае потери контроля за этим процессом человечество ожидает мир, где мутации становятся частью технологического рынка, а новые организмы – непредсказуемым продуктом лабораторной гонки. Что будет, если не контроль и регламент, а рынок будут решать, какую ДНК считать желанной? В случае неконтролируемых исследований человечество окажется в реальности, где сама идея нормы исчезнет, а новые варианты человека будут появляться не вследствие эволюции, а по заказу. Генетические линии прервутся и будут заменены искусственно сконструированными ветвями. Кроме того, человечество столкнется с новыми биологическими иерархиями, которые будут формироваться не естественным путем, а через доступ к редактированию. Геном перестанет быть случайным и наследственным, а будет управляемым продуктом, сформированным по инструкции в зависимости от интересов медицинских корпораций, инвесторов и государств. Это означает, что уже во втором поколении в одном обществе будут существовать разные группы людей с принципиально отличными физиологическими возможностями, уровнем защиты от болезней и даже нейронной чувствительностью. Генетические преимущества могут закрепиться так же, как прежде – статус, капитал или привилегированный паспорт. И хотя все это начиналось как терапия, на уровне эмбрионов граница между лечением и конструкцией очень быстро стирается. Именно поэтому неконтролируемые исследования по ДНК представляют не локальный риск, а угрозу переформатирования человечества со всеми непредсказуемыми биологическими, социальными и политическими последствиями. Потенциальные преимущества CRISPR-Cas9 огромны. Однако они сопряжены со значительной этической ответственностью. Возможность редактировать человеческий геном поднимает глубокие вопросы о пределах научного вмешательства, возможности непредвиденных последствий и этичном использовании этой технологии, особенно в таких областях, как редактирование эмбрионов и создание дизайнерских детей. В то же время невозможно отрицать, что CRISPR-Cas9 открыл новую эру генной инженерии с огромным потенциалом для улучшения здоровья человека, сельского хозяйства и научных исследований. Однако его этические последствия требуют тщательного рассмотрения и ответственного управления, чтобы гарантировать, что этот мощный инструмент будет использован только на благо человечества при соблюдении этических границ. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. А как вы думаете, развитие сферы генетических исследований, в частности, открытие в области геномного редактирования CRISPR-Cas9, это важный шаг на пути к великим открытиям? Или наоборот, точка невозврата? Делитесь своим мнением в комментариях.